Украина уничтожила очередной российский корабль. В России и в Крыму раздались взрывы, а Польша планирует построить железный купол. Обо всем этом и не только расскажу подробнее. В эфире Нехта самые важные и интересные новости. Тяжелая ситуация на линии фронта. Оккупанты пытаются захватить Волчанск. Чего хочет добиться Россия? Белорусские военные готовятся к боям, изучают тактики штурмов и управления FPV-дронами. Ввели новые должности, специальности, новые программы боеподготовки изменили. Россия несет потери по всем фронтам. Уничтожен НПЗ и тральщик в Крыму. Опять аэродром. Сейчас на нем скопление самолетов большое. Кто считает, сколько бахнуло? Добрый вечер, дорогие зрители! Не забывайте лайкать, а также комментировать наши выпуски. Внизу под этим видео вы сможете найти кнопку «Супер спасибо» и при желании поддержать нас финансово. Так вы сможете внести свой вклад в противостояние пропаганде, и это позволит нам ежедневно радовать вас выпусками. Перейдем к новостям. Ситуация на линии фронта для Украины остается тяжелой. Российские войска продолжают наступление в Харьковской области. Однако, как сообщает Американский институт изучения войны, линия фронта на этом направлении не изменилась. Оккупанты сфокусировали усилия на захвате Волчанска, пытаясь получить тактическое преимущество в Харьковской области. Согласно данным аналитиков, захват города является первым элементом российского наступления. Для изоляции места боевых действий к востоку от реки Северский Донец россияне атаковали мосты, что позволит им блокировать линии связи ВСУ и ускорить захват города. Аналитики отмечают, что РФ больше бьет артиллерией и авиацией по Волчанску, чем в других районах вдоль границы, и, вероятно, перебросила туда значительные силы по сравнению с другими направлениями. Однако, по данным института, все маневры делаются для того, чтобы растянуть линию фронта. Украинские силы недавно перебросили части украинской бригады, обороняющиеся в районе Часового Яра, в район Волчанска, а российские войска, вероятно, активизировали наступательные операции в районе Часового Яра, чтобы быстро воспользоваться ослабленной обороной Украины. Захват Волчанска даст РФ плацдарм, который расположен близко к их тылу, что позволит организовать подготовку ко второй фазе. Однако на данный момент не ясно, будет ли эта фаза на севере Харьковской области приоритетной для России. Возможно, в качестве альтернативной цели оккупанты выберут расширение так называемой буферной зоны и стремление продвинуться в направлении Харькова. Учитывая то, что применено на самом деле довольно небольшое количество как личного состава, так и техники, говорить о попытках там пойти и захватить Харьков рано. Нам нужно внимательно смотреть ближайшие, например, несколько дней. Будут ли россияне пытаться расширить фронт своего наступления, увеличить количество вовлеченных ими сил и ресурсов для того, чтобы продвигаться и достичь, например, самого города Харькова. Чтобы помочь Украине отбивать российские атаки, Германия решила выделить дополнительные средства. Минобороны страны запросила у правительства 3,8 миллиарда евро на военную помощь Киеву. По информации Bild, в этом году Берлин уже предоставил стране 7 миллиардов евро. Эти средства были направлены на оплату военных товаров, которые Украина закупает у промышленных предприятий, а также на оружие, которое передал Бундесвер. Доп. Финансирование будет вынесено на утверждение парламенту в июне. Министерство финансов уже поддержало это предложение. По информации от источников, на 2025 год Берлин планирует выделить Украине рекордные 15 миллиардов евро помощи. Украинские военные уничтожили еще один российский корабль. ВСУ потопили морской тральщик «Ковровец», который принадлежит к Черноморскому флоту. Судно было уничтожено в ходе операции Сил обороны Украины. Тральщик – это корабль специального назначения, задачей которого является поиск, обнаружение и уничтожение морских мин, а также проводка кораблей через минные заграждения. Военно-морские силы ВС Украины вместе с собратьями продолжают приближать нас к победе. В ночь на воскресенье в России и оккупированном Крыму было неспокойно. Минобороны РФ заявила, что страну атаковали 60 беспилотников, а на Крым было направлено 9 ракет «Атакамс». В то же время в ведомстве в своем стиле утверждают, что все дроны и ракеты были уничтожены. Дежурными средствами ПВО 9 оперативно-тактических ракет «Атакамс» и 1 БПЛА были уничтожены на территории Республики Крым. 3 БПЛА уничтожены на территории Белгородской области. 57 БПЛА уничтожены и перехвачены на территории Краснодарского края. По сообщениям местных источников, был атакован нефтеперерабатывающий завод в Славянске на Кубани. На опубликованных в сети видео показано попадание в НПЗ.
После украинской атаки НПЗ приостановил свою работу. Об этом Интерфаксу рассказал один из сотрудников предприятия. Оно не в первый раз становится объектом атаки беспилотников. В ночь на 17 марта его уже атаковали несколько дронов, после чего на предприятии начался сильный пожар. Кроме того, жители оккупированного Севастополя этой ночью также сообщали о взрывах. А в Кущевском, это Краснодарский край, там расположен аэродром, местные жители в социальных сетях обсуждали некие загадочные хлопки. Опять аэродром. Сейчас на нем скопление самолетов большое. Кто считает, сколько бахнуло? Да уже вроде больше 40. Больше 20 точно. Да уже больше 60. Польша планирует получить кредит в размере 127 миллионов долларов от Европейского инвестиционного банка. Эти деньги направят на разработку системы обороны, известной как «Железный купол», включая ее спутниковый компонент. Я напомню, подобная система защищает Израиль от воздушных атак боевиков. Инициатива «Европейский небесный щит» – это проект наземной системы ПВО, которая включает в себя средства борьбы с баллистикой. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, опыт Украины и Израиля показывает, что одна страна не может обеспечить безопасность в воздухе. Именно поэтому должен быть создан железный купол над регионом или же целым континентом, так говорит премьер. В понедельник, 20 апреля, я буду вести переговоры с Европейским инвестиционным банком о завершении процесса финансирования этого спутникового компонента. И мы получим кредит в 500 миллиарда злотых, который повысит нашу безопасность. В условиях дефицита кадров в России работодатели стали чаще трудоустраивать лица с непогашенной судимостью. Согласно опросу сервиса Superjob, 15% компаний сейчас не возражают трудоустройству экс-заключенных, в то время как в 2008 и в 2011 годах показатель составлял лишь 8%. На данный момент в 7% российских компаний работают люди с судимостью. Для сравнения, в 2008 году таких компаний было всего 3%, а в 2011 году 4%. Готовность трудоустроить ранее судимых демонстрируют добывающие промышленные и строительные предприятия. Работодатели принимают бывших заключенных на позиции рабочих и разнорабочих. В июне прошлого года Росстат отметил, что дефицит рабочих рук в РФ усилился после вторжения в Украину. К концу 2023 года не хватало уже 4,8 миллиона сотрудников. В России обучили около сотни белорусских военных инструкторов, которые теперь должны передать накопленный опыт своим коллегам в самой Беларуси. Об этом говорилось в одном из пропагандистских интервью, которое дал старший офицер армии страны. Он уточнил, что обучение включало выполнение различных штурмов и использование дронов, основанные на опыте, который получили россияне в ходе войны с Украиной. Подготовка в основном была акцентирована на том, чтобы проводить занятия с мобилизованными. Ну, также с личным составом, который проходит срочную службу, либо контрактники, которые на данный момент в войсках находятся. Потому что основной упор при мобилизации у них был сделан на подготовке мобилизованных. Это показало свои недостатки при проведении частичной мобилизации в России. И на этом был сделан основной упор, так как у нас армия в основном комплектует за счет мобилизованных в военное время. Это главная задача у нас подготовить людей, которые вчера еще были на гражданке, которые проходили службу 10, 15, 20 лет назад. Особое внимание он уделил российским FPV-дронам, которые якобы показали свою эффективность. Майор также сообщил, что в Беларуси военнослужащие обучаются управлять такими дронами. Военный считает, что за 2 года войны в Украине российская армия очень далеко шагнула вперед. Правда, решил не уточнять, научили ли белорусских инструкторов обстреливать жилые районы мирных городов. Конечно, наша армия и белорусская, и российская, они были преемницами советской армии. Основные тезисы и требования, которые предъявляются к военнослужащим в боевой подготовке, они были одинаковыми. Однако за 2 года СВО российская армия очень далеко шагнула вперед. Они очень сильно переработали свои программы боевой подготовки. Все упражнения практически, по которым производится подготовка военнослужащим. Ввели новые должности, специальности, новые программы боевой подготовки изменили. Поэтому в том числе у них мы подсмотрели немножко упражнения, которые они делали, бой в городе. Украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри и стал первым с 1999 года абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
Знаменательный бой прошел в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, и длился 12 раундов. Завершился он победой украинца. Как пишут СМИ, в первой половине поединка преимущество было на стороне Фьюри. Однако к 7-му раунду Усик, несмотря на заметную усталость, смог изменить ход сражения. Украинец разбил нос Фьюри, а в 9-м раунде отправил его в нокдаун. Фьюри удалось подняться и продолжить бой, но в итоге 2 судьи отдали победу Усику, а 1 Фьюри. Дорогие зрители, спасибо за поддержку. Напомню, что ваша помощь помогает нам записывать новости и видеться с вами каждый день. Постоянных спонсоров и их комментарии вы видите сейчас на экране. Мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом или же становитесь постоянным спонсором. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы всегда оставаться в информационной повестке, а также подписываться на нас и в других социальных сетях – Telegram, Twitter или же TikTok. До встречи в следующих выпусках.